Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 3 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим, какого великого праздника мы с вами отмечаем 3 декабря, уделим внимание народному календарю, а также, как всегда, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, 3 декабря православная церковь чтит память аскета и христианского подвижника, который жил в 8-9 столетии. Это Григорий Декаполит, который рожденный был в городе Иринополь, в самой, наверное, бедной семье того времени. Но его мать была очень благочестивой женщиной, а родной брат стал монахом в свое время. Но родители настаивали на женитьбе Григория. Но он отказался и даже бежал из дома. И на протяжении аж 14 лет жил в монастыре. Много странствовал, побывал в Константинополе, Коринфе, Риме. За свою жизнь совершал различные чудеса, изгонял бесов, лечил от телесных болезней. Ему был дан дар предсказания. Благодаря его проповедям многие грешники стали на путь истинный в своей жизни. Григорий всячески противостоял иконоборчеству. Последние годы жизни проживал в монастыре святого Мины в городе Салунь. Перед смертью попросил перенести его на гору Олимп, где и скончался. Еще 3 декабря почитается память архиепископа Константинопольского Прокла, который был учеником святителя Иоанна Златоуста, рукоположившего его сначала в сан диакона, а позже в сан пресвитера. От своего учителя будущий архиепископ получил глубокие знания и научился излагать свои мысли. Прокл был свидетелем явления Иоанну Златоусту апостола Павла. После смерти своего учителя Прокл стал епископом города Кизика, но под влиянием еретиков был изгнан и вернулся в столицу, где проповедовал в храмах. Позже был возведен в архиепископы Константинополя. В период патриаршества Прокла в городе случилось сильное землетрясение, и люди вместе с ним вышли на улицу и стали молиться Господу Богу. В это время мальчика из толпы невидимая сила подняла в небо. Вскоре он вернулся целым и невредимым и рассказал, что видел ангелов и слышал их прекрасное пение. Люди повторили слова ангельской песни, и землетрясение прекратилось. Паства любила Прокла за его подвижническую жизнь, проповеди и заботу об обездоленных. Многие его творения дошли и до наших с вами дней. Умер святитель в преклонном возрасте, окруженный почетом и заботой. Также обращаем ваше внимание, что 3 декабря отмечается предпразднество или канун введения во храм Пресвятой Богородицы. Верующие люди подготавливаются к большому церковному празднику – введению во храм Пресвятой Богородицы. В храмах читаются молитвы и проводятся праздничные службы, которые посвящены введению во храм Богородицы. Ну а в народном календаре этот день прозвали как Иван Молчальник, День тишины или Проклов день. Дело в том, что в этот народный праздник 3 декабря люди старались как можно меньше говорить. За это и дата получила название как День тишины. Считалось, что чем меньше слов будет сказано в этот день, тем благосклоннее будет судьба к человеку. Молитвы в этот день читали только про себя, и все дела старались закончить в тишине. Особенно строго запрещалось повышать голос, устраивать конфликты и быстро болтать. В праздник 3 декабря также старались лечь спать как можно раньше. По поверьям, если в этот день рано заснуть, то в следующем году такой человек будет чувствовать себя бодрым на протяжении всего года. Также на Прокла нечисть вылезала из своих нор и мешала, соответственно, людям. Ну а чтобы злые силы не навредили людям, в эту дату старались не выходить из дома без большой надобности. Считалось, что нечисть обитает в заброшенных зданиях и в кладовых, поэтому в такие места сегодня лучше не заходить и не посещать.
На Прокла старались наши предки умываться святой водичкой, чтобы защититься от нечисти и сохранить свое здоровье. Также на Прокла 3 декабря наши предки старались в этот день проклинать нечисть, чтобы она не вылезала из своих нор и не мешала людям жить. Наши предки верили, что даже несмотря на холода, бесы могут выбраться из-под земли и в любой момент навредить человеку. Люди поэтому в этот день считали защитные магические слова. Также святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли обязательно себе крестным знамением. С этого дня открывался санный путь, поэтому обязательно молились Богу, чтобы поездка была удачной. Так как обычно темные силы были активны в темное время суток, то крестьяне именно перед тем, как ложиться спать, освящались святой водой, а после крестили все щели обязательно в доме, в том числе трубы и вентиляцию. Посуду с водой прикрывали веточками, складывая их в виде креста. Темные силы боялись и чертополоха, верхушки которого были собраны в период цветения и сушеные под солнечными лучами. Их связывали вместе и жгли над свечой, а после дымом окуривали двери и окна. Женщины особенно боялись злого духа Матоху, которая толкала хозяек под руку и всеми способами их отвлекала, из-за чего они обжигались, резались или наносили себе какие-то травмы во время домашней работы. Дети, да и некоторые взрослые боялись баечника, насылавшего страшные сны. Чтобы он этого не сделал, перед тем, как ложиться спать, читали 9 раз молитву «Отче наш», далее умывались святой водой и утирались изнанкой нательной рубахи. Также 3 декабря на Прокла изготавливали обереги от нечисти и злых людей. Брали старый нож или, как вариант, сломанный серп и клали его за веником, который стоял в углу у входной двери ручкой вниз. После наблюдали, если темные силы или плохой человек зайдет в дом, то веник считалось, что должен обязательно упасть, а значит, серп или нож приняли на себя удар, и их нужно очистить. Их нужно было обмыть святой водой и начитать обязательно молитву «Отче наш», поставив защитника после на прежнее место. К этому дню дорога высыхала от грязи и припорашивалась снежком, а значит, можно было уже садиться в сани. Поэтому люди сегодня молились Проклу, чтобы он уберег их в пути. Конечно, наши предки сегодня, в этот день, 3 декабря, уделяли внимание особо народным приметам касательно именно погоды. Итак, если 3 декабря снег пошел, то наши предки говорили, что 3 июля будет дождь. А вот если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга. Увидеть на верхушке дерева тетерева к солнечной теплой погоде. Ну а если ночью и рано утром 3 декабря идет снег, но погода безветренная, то в ближайшие дни будут ясными. В печи поленья трещат, знаете, это к морозу. Знаете, наши предки 3 декабря читали магические слова не только от нечисти, но и от злых и завистливых людей, которые зашли в дом, так и те, которые встречались на улице. А мы вам предлагаем провести обряд от неприятного гостя. Итак, как только 3 декабря в дом зайдет неприятный для вас человек, нужно прочитать следующие слова. «Ты порог моего жилья переступил, разрешения не спросил. У святого Прокла помощи попрошу, чтобы забыл ты дорогу к дому моему. Забыл навсегда, иначе будет с тобой беда». Когда он идет, трижды перекрестить обязательно нужно будет входную дверь. Человек, рожденный 3 декабря, по знаку зодиака Стрелец, и эти люди наделены способностью мастерить. В качестве талисмана им подходят кораллы, которые являются символом долголетия и защищающие от сглаза и оберегающие от бед и опасностей. Но если вы приобретете украшение, на котором будет изображена гроздь черного винограда или вишни, то беды обойдут вас стороной. Кроме того, подобный амулет способен отпугивать нечистую силу.
Люди, рожденные 3 декабря, зачастую наделены массой способностей, и одна из которых именно умение мастерить своими руками. И чтобы не утратить свои таланты, им необходимо носить талисманы из коралла. Если такой оберег изготовлен самим его обладателем, то он будет защищать от всяческих невзгод, кроме того, привлечет счастье и удачу. Ну а сны, приснившиеся в ночь со 2 на 3 декабря, можно заказать. То есть, если есть у вас какие-то нерешенные вопросы или темы, которые вас тяготят, необходимо поднять их перед отходом ко сну. Особенно это касается взаимоотношений с противоположным полом. Причем, чем тщательнее будет сформулирован вопрос, тем четче окажется и ответ для вас. Кроме того, если в сновидении вы увидите себя в роли счастливого человека или у вас все будет получаться с первого раза, знайте, вероятность успеха в любовных делах будет крайне высока. А вот если в ночь со 2 на 3 декабря вам приснится предмет ваших чувств, то это будет сигналом к действию. Не затягивайте со своими предложениями. Если вас терзают сомнения по поводу верности избранника, то стоит обратить внимание на негативные сновидения или кошмары. А если в ночь со 2 на 3 декабря вам приснится нечто, что-то неприятное, это повод задуматься о вашем совместном будущем. Во всяком случае, первое, что вы должны сделать, проснувшись, поговорить со своей второй половинкой обязательно по душам. Давайте теперь проговорим о том, что же можно делать 3 декабря по народным приметам. Вы знаете, Прокола в день подходит для того, чтобы обратиться с молитвой к святому об удачном путешествии в будущем. У него можно попросить помочь попасть, например, в страну своей мечты. И святой Прокол никогда вам не откажет. Главное, чтобы эти мечты, желания, слова были искренними и только от чистого сердца. Сегодня нужно оставаться гибким и позитивным к любым изменениям в жизни, быть открытым к переменам, иначе могут возникнуть весьма серьезные осложнения как в психологическом плане, так и, к сожалению, на физическом уровне. Так что обращайте на это внимание. Теперь давайте поговорим о том, от чего же нельзя делать 3 декабря по народным приметам. Вы знаете, в Проколов день нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Дело в том, что по народным приметам во время такого путешествия могут случиться разные неприятности, кражи, обманы, знакомства с аферистами, аварийные какие-то ситуации и многое-многое другое. Поэтому и советуют, поверье, поездку, запланированную на 3 декабря, все-таки лучше перенести на другую дату. Но если вы не можете перенести поездку по каким-то причинам, обязательно попросите помощи и поддержки у своего ангела-хранителя и у высших сил. Также нельзя во время метели рассказывать о своих планах на будущее, иначе они никогда просто-навсего не сбудутся. Появится множество препятствий на пути, притом в самый неожиданный момент, когда будет вам казаться, что ничего не предвещает проблем. Именно в этом и заключается коварность сегодняшней пурги. Поэтому в Проколов день лучше помолчать о своих задумках, о своих мечтах и о своих планах. Не стоит возникшую 3 декабря головную боль сразу же лечить таблетками или отварами. Можно попробовать метод наших предков. Взять немножечко снега и протереть им лоб, а после кинуть на землю и начать топтать. И считается, что чем быстрее снег будет втоптан в землю, тем скорее пройдет мигрень. Обязательно попробуйте именно 3 декабря провести такую практику, и вы удивитесь, но наши предки знали толк в этом. Также по народным приметам сегодня нельзя поздно ложиться спать, иначе придет баечник. Это злой дух, который приходит во сне в устрашающих образах и начинает мучить не вовремя заснувшего человека. Чтобы этого не произошло, в Проколов день нужно постараться все дела переделать заранее. Также не переедайте, не смотрите телевизор перед сном, а также постарайтесь отключить телефон, чтобы он вам не мешал. Также 3 декабря наши предки считали, что нельзя покупать золотые украшения, иначе появится множество препятствий на пути. Притом самый неожиданный момент, когда даже вам будет казаться, что ничего вроде как и не предвещает проблем. Также считается, что в этот день, 3 декабря, не стоит принимать ванну и не стоит посещать баню. Считается, что таким образом может уйти богатство и удача из вашей жизни. Также в этот день нельзя ругаться
встречаться и затевать шумные вечеринки, выяснять отношения, иначе можно выдать лишнюю информацию о себе, которую после используют ваши же завистники и ваши недоброжелатели против вас. Вот, друзья, у нас с вами вот такой день, 3 декабря. Готовимся с вами к великому празднику введения в храм Пресвятой Богородицы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.